Вы не случайно сюда попали. Тот факт, что вы смотрите это в этот самый момент вашей жизни, не является совпадением, это подтверждение. Невидимые руки уже начали двигаться в вашу пользу. Даже сейчас, невидимый вашим естественным глазам, есть сверхъестественное, происходит выравнивание, и точка двери-то, что вы считали закрытым, открывается точка, ключи которой когда-то были вне досягаемости, теперь попадают в ваши руки. И самое главное, излияние благословений, священный, божественный и избранный именно для вас, уже выпускается. Что-то меняется. Воздух вокруг вас, ритм ваших дней, тишина ваших ночей – все это реагирует на волю Божья, который глубоко внимателен к желанию твоего сердца. Слушайте внимательно, это тот момент, когда ваш вера встречает Его обещать. Это тот момент, когда недостаток уступает место богатства, и страх проглатывается избыток. Вы когда-нибудь задумывались, почему, как бы усердно вы ни работали, некоторые вещи просто не двигаются с места? Почему, даже отдав все силы, вы чувствуете себя застрявшим, истощенным и невидимым? Это потому, что усилия без божественного времени – это просто шум. Но сейчас все по-другому. Ваш завет был активирован. Не из-за вашего стремления, а из-за вашего доверять. Ваша способность опереться на него, даже когда все вокруг кажется вам неопределенным, это то, что открывает урожай. Теперь вы в Доме Божьем. Оставайся. Не уходи. Если ты сейчас уйдешь, ты пропустишь самый секрет, который приведет вас в ваше наследование. Вы пропустите откровение, которое перевернет все ваши судьбы. Потому что позже в этом сообщении я открою вам духовный принцип, который отменяет засуху и командует наводнением. Но прежде чем мы сможем пойти туда, вы должны понять это. Вы не сломлены, не прокляты и не заброшены. Вы не забыты. Вы судно святого богатства, священного услуга и неоспоримый чудо. Что-то древнее и вечное было всколыхнуто, божественный план. Да, тот самый план Бога начинает раскрываться с вашим именем на нем. Когда вы слушаете, вы почувствуете это в своем духе. Вы почувствуете трансформацию, что уже началось. Вы начнете видеть, как деньги-то, что вы думали, прошло мимо вас, на самом деле возвращается к вам. Неожиданные источники. С севера, юга, востока и запада к процветанию приказано найти тебя. Возможности перенаправляются. Ваш будущее перестраивается святыми руками, которые никогда не подводили. Так что слушайте. И смотрите. Смотрите до самого конца, потому что чудо-то, о чем вы молились, скрыто в этих словах. Вы получите точный ключ, который открывает то, что ваши враги сказали, что у вас никогда не будет. Но прежде чем это произойдет, вы должны пересечь порог понимания. Это не просто очередное видео. Это божественное назначение. Это священная земля. И ты, дитя Бог, те, кого Он избрал не жертвоприношением, но и милость, смело идти в благословение, в богатство, в обильное наследство, подготовленное еще до вашего рождения. Оставайся со мной. Небеса сейчас заговорят. Почему это было так тяжело? Почему вы чувствуете, что за каждым шагом вперед следует 2 шага назад? Вы отдаете, вы пытаетесь, вы верите, и все же бремя бедности, кажется, тянется, как тень, от которой вы не можете избавиться. Вы посмотрели на свой банковский счет и почувствовали укол недостаточности. Вы открыли холодильник и спросили, как вы переживете эту неделю. Вы улыбнулись другим, в то время как ваше сердце тихо спросило Бога, когда наступит моя очередь? Но сейчас, прямо сейчас, Бог наклоняется. Он слышал каждый тихий крик, считал каждую бессонную ночь и хранил каждый рвать как священная драгоценность. Ни один не упал, не потрясая небеса.
Он видел ваши борьбы, и в этой борьбе Он готовит чудо такой огромный, такой святой, такой преобразующий, что когда оно проявится, вся ваша история изменится. Это не мечта. Это божественно точка обещать. В ближайшие дни, да, не годы, не десятилетия, над ней вы начнете наблюдать чудеса проявляться способами, которые вы никогда не считали возможными. Вы увидите физическое исцеление, где врачи сказали, что надежды нет. Вы почувствуете эмоциональные цепи ломаются, то, что годами держало вас в напряжении, разрушается невидимой силой света. Вы будете наблюдать, как барьеры крошатся и дверь открыт не рукой человека, а рука Божья, чей план никогда не был оставить вас в нищете, но привести вас к вашей наследованию. Но прежде чем мы пойдем дальше, я должен спросить вас, вы были честны относительно своей боли, сталкивались ли вы с этим не только своим умом, но и сердцем? Вы позволили себе почувствовать, что значит надеяться и разочаровываться, верить и все равно страдать? Потому что Бог не боится ваших сломанных мест. Фактически, именно в этих сломанных местах Он строит свои самые великие благословения. Вы все еще верите, что можете быть богатым не только в деньги, но в мир, в здоровье, в вера, в цель? Или ты онемел, убедившись, что избыток для других, а не для тебя? Дитя Божье, позволь мне сказать тебе эту правду. Враг пытался заставить тебя чувствовать себя неудачником, как будто ничего из того, что ты делаешь, никогда не будет достаточно. Но это потому, что твой рожи ужасает его. Размер вашего текущего боевоета – только доказательство масштабности вашего пришествия и прорыв. И если бы вы могли увидеть, что готовится прямо сейчас в духовной сфере, если бы ваши глаза могли увидеть богатство откровения, завет которой формируется с вашим именем, написанным светом, вы бы упали на колени в благоговении. Твой судьба не отсрочена. Оно сохранено. Удержано не для наказания, а для идеальный момент, этот момент, когда вы готовы нести чудо, не сломавшись под его тяжестью. И да, за вашей семьей присматривали. Даже в те времена, когда казалось, что все разваливается, Бог молча строил фундамент под поверхностью. Он готовит безопасный путь, шасси божественная возможность не только для вас, но и для тех, кто связан с вами. Ваши дети, ваш партнер, ваша родословная – это трансформации будут передаваться через поколения. Не Бог невозможного недалеко от тебя. Он здесь. Он перед тобой, рядом с тобой, позади тебя. И Он провозглашает: больше никакой борьбы без награды. Больше никакой боли без обещания. Больше никаких усилий без урожая. Цикл заканчивается. Прилив меняется. Свет поднимается. Но ты должен остаться со мной. В следующее мгновение произойдет нечто более глубокое. Секрет. А ключ это объяснит, почему ваши слезы должны были литься, почему отказ должен был произойти, почему была допущена потеря. Существует откровение, еще предстоит раскрыть, святое раскрытие, которое укрепит вашу веру и подготовит вашу душу к принятию всего, что высвобождают небеса. Прежде чем мы продолжим, я хочу попросить вас сделать что-то простое, но эффективное. Понравилось это видео? Не просто как акт поддержки, а как действие веры. Пророческий ход. Когда вы нажимаете эту кнопку, вы не просто включаете экран, вы говорите небесам: «Я принимаю это. Я согласен. Я готов к своему чуду». Пусть это будет вашим публичным заявлением, что ваш сезайн бедность уступает место избыток, твои начислизы превращаются в утрорадость, и ваши руки, когда-то пустые, вот-вот наполнятся богатство, мир и обещать. Вы можете спросить: но как это произойдет? В этом и заключается прелесть. Это уже происходит. Невидимые руки уже были отправлены, чтобы работать от вашего имени. Ангелы были назначены. Ресурсы пробуждаются. Люди
Люди просыпаются с вашим именем в своих сердцах, движимые духом, чтобы благословить вас, открыть двери, чтобы финансировать ваше видение, чтобы возвысить ваше имя, урожай уже в пути. Тебе не нужно его преследовать, ему приказано найти тебя. В следующей части я расскажу вам историю. Историю не только из Библии, но история, которая отражает вашу жизнь, история божественного вмешательства, сверхъестественного благословения, о ком-то, подобном тебе, кто кричал в отчаянии и был встречен святой рукой Бог. Это потрясет вас. Это откроет вам глаза. И это докажет раз и навсегда, что чудеса все еще случаются, особенно для сломленных, уставших, полных надежд. Так что оставайтесь со мной. Не уходите. Самые мощные истины, самые священные откровения все еще впереди. Ваша судьба разворачивается перед вашими глазами. И Бог не просто смотрит. Он движется. Он говорит. И Он говорит: это час. Это твое время. Я здесь. И я не дам тебе упасть. Не обещайте Альна. Богатства близко и чудо-уже в движении. Позвольте мне вернуть вас в момент, который потряс саму суть отчаяния, но все же стал маяком божественного благословения, неоспоримое чудо, священная история Верачта все еще звучит через века. Это находится в книге «Одних царств 17». Момент, когда бедность, страх и надвигающаяся смерть столкнулись лицом к лицу с неудержимой силой Бога. Была женщина, вдова, одна в Сарепте. У нее не было мужа, никакой безопасности и почти никакой еды. Все, что у нее осталось, это горсть муки в кувшине и немного масла в кувшине. Достаточно для последней трапезы для себя и своего сына. Потом они умрут. Это была ее реальность, окончательная, тихая, безнадежная. Свет радости погас. Ей рожа иссекли. Ее мечты рухнули. Она была в шаге от того, чтобы сдаться теням. И вот в ее нищету вошел пророк. Илия. Посланный Бог, движимый обещать, несущий откровение. Он попросил что-то абсурдное. «Принеси мне немного воды и кусок хлеба». Хлеб. Хлеб от женщины, у которой ничего не осталось. Хлеб от матери, чей ребенок голодал. Ее голос дрожал от правды. «Жив Господь, Бог твой, у меня нет хлеба, а только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Я собираю хворост, чтобы принести домой и приготовить еду для себя и сына моего, чтобы мы съели ее и умерли». И все же Илия сказал нечто возмутительное. Святое. Незабываемое. Не бойся. Иди домой и сделай, как ты сказал. Но прежде сделай мне небольшой хлеб, ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет. Она повиновалась. Она доверяла. Без доказательств. Без знаков. Без гарантий. И чудо пришло. Масло никогда не кончалось. Мука никогда не исчезала, к избыток лился вместо определенного смерть, к обеспечению затопленной в доме отчаяния, очко богатства попало в руки бедных не благодаря заслугам, не благодаря усилиям, а благодаря вере. Теперь я спрашиваю вас, какое у вас сегодня масло, что последнее, за что ты держишься в страхе? Последнее семя надежды, которое ты прятал. Последняя монета, которую ты боишься потратить. Что, если именно эта вещь, которая кажется самой уязвимой, самой хрупкой, самой бесполезной, это ключ на весь ваш судьба? Осмелитесь ли вы доверять, когда нет никаких доказательств? Можете ли вы отдать свою последнюю каплю масла, свое последнее слово молитвы,
свою последнюю частичку сил и поверить, действительно верю, что Бог превратит твое ничто в переполненное благословение. Потому что, как и та вдова, ты не одинок. Даже когда дом кажется пустым. Даже когда банковский счет пуст. Даже когда друзья исчезают, телефон молчит, а твое сердце кажется забытым. Богидет в вашу Сарепту прямо сейчас. С его глазами, устремленными на вашу борьбу. С его божественным планубаюканной милосердием. С выздоровлением в его крыльях и избыток в его руках. Ты не невидимка. Ты не брошена. И твоя боль не осталась без внимания. Эта вдова не видела чуда, она собиралась умереть, когда вечная жизнь вошел в ее дом. Она была готова похоронить свою мечту, когда божественное присутствие воскресил ее завтра. Поэтому я спрашиваю еще раз, что вы собираетесь похоронить? Какое благословение ты списал со счетов, как слишком поздно? Обещать вы отпустили что-то, потому что тьма длилась слишком долго. Ребенок Бог никогда не поздно. Не тогда, когда он вовлечен. Не тогда, когда священное масло его любви все еще течет. Ваши шрамы, хотя и глубокие, сейчас затронуты тем же маслом. Этим священным, исцеляющим, святым маслом. Боль, которую никто не видел. Он видел. Разбитое сердце, которое заставило тебя онеметь. Он чувствовал это. Каждую тихую ночь, каждое прошептанное «почему», каждую молитву, которая упала камнем, он все это поймал. И он отнес их прямо к своему престолу. Ни завет не был сломан. Ваше наследование не было отменено. То, что было обещано, будет доставлено не по вашей временной шкале, а в совершенной оркестровке его божественной воли. Но послушайте, призыв ясен. Доверия без оговорок. Даже когда нет знак появляется. Даже когда шкафы пусты, а силы почти на исходе. Даже когда враг шепчет «все кончено». Особенно тогда. Потому что это тот момент, когда небеса открыты. Это момент, когда судно вашей души наполняется до краев. Вот когда чудо появляется в пыли твоего отчаяния и говорит «Я был здесь все это время». Пусть история этой вдовы станет вашим зеркалом. Пусть она напомнит вам, что ваш вера сильнее, чем твоя неудача. Что твое послушание, хотя и малое, является ключом предсказывать трансформация. Это ваш Богидет с тобой, не только в свете, но и в тенях. Он идет с тобой в вопросах. В тишине. В моменты, когда доверие – единственная нить, которая держит твое сердце вместе. Ты не идешь один. Ни на секунду. Он направляет твои шаги. Он очищает терния. Он поднимает тяжесть. Тоже. Самый кто наполнил масло, тот сейчас наполнит ваш дом. Наполните свой разумир. Наполните свои руки богатства. Наполните свое будущее возможность. Вы – один акт доверитет жизни, для которой ты был рожден. Оставайтесь со мной, потому что в следующей части я раскрою, как ваше решение, ваш следующий шаг, ваша следующая молитва, ваш следующий поступок, вера, может активировать божественную цепную реакцию, которая устанавливает все ваши судьбы в движение. Но сейчас возьми эту историю и запиши ее в своей душе. Ты не оставлен. Ты не забыт. Ты выбранный. И Бог чудесидет с тобой, сквозь огонь, сквозь голод, сквозь тьму и к свету. Есть истина, с которой ты боролся в тишине, бремя, которое ты несешь так близко к своей душе, что боишься, что если кто-то действительно увидит его, он отвернется. Но послушай это сейчас, Бог уже видит это. Каждый скрытый недостаток, каждое зарытое сожаление, каждая ночная ошибка, окутанная тайной и печалью,
Он знает. И все же Он выбирает любить тебя. Все же Он завет тебе благословенный. Тем не менее, Он объявляет тебя достойным избыток из богатства, из чуда, и судьба столь богатая, столь священная, что оно могло быть написано только вечными руками. Вопрос не в том, нужен ли я Богу по-прежнему. Вопрос в том, готовы ли вы поверить, что такая любовь все еще существует, даже для вас. Эту любовь нельзя заслужить. Эту любовь нельзя купить. Благословения. Это не награда праведникам. Это дар завет, и он завернут в милость. Незаслуженный, неоспоримый, неудержимый. Но если благодать – это дар, то к двери – это дверь. И эта дверь качается на ключ, только ты можешь измениться. Решение перестать бежать от того, кем ты был, и начать становиться тем, кем ты был создан быть. Позвольте мне спросить вас о чем-то глубоком. Вы позволяли себе верить, что вы недостойны из-за вашего прошлого. Вы давали место в своем сердце чувству вины, которое отравляет вашу радость. Вы были прикованы к людям, которые не ценят вашу душу, которые отнимают у вас дух на ничего не дать взамен. Есть причина, по которой ваш урожай не пришло. Есть причина, по которой ваши благословения кажутся отложенными. Богне наказывает тебя, ан защищающий вы. Потому что наливать божественное богатство в душу, все еще связанную стыд было бы питать рану вместо того, чтобы залечивать ее. Сначала нужно отпустить. Отпустить то, что сломало тебя. Отпустить того, кто тебя предал. Отпустить ложь, которая говорила тебе, что ты должен заслужить свою ценность. Тебе никогда не было суждено жить в эмоциональной зависимости на одобрении других. Вы не были созданы, чтобы выпрашивать внимание, уменьшаться, чтобы другие могли чувствовать себя высокими. Вы родились с обещать, с цель, судьба, что выходит за рамки того, что могут увидеть ваши глаза. И вот мы стоим на перепутье. Контраст разительный. Бедность или богатство, тьма или свет, стыд или свобода, рабство или благословение. Какую дорогу вы выберете? Не только своим ртом, но и своими привычками, своими решениями, своими отношениями, своим внутренним повествованием. Вот где истина трансформации начинается. Речь идет не только о том, что Бог хочет вам дать, но и о том, что вы готовы отпустить. Готовы ли вы отпустить страх от этой токсичной привязанности, от комфорта знакомой боли? Готовы ли вы прекратить поливать корни отвержения и вместо этого сеять в почву вера? Потому что есть моральная дилемма, с чем нужно столкнуться. Вы не можете войти в чудо, держась за руки со своим несчастьем. Вы не можете получить наследование, если вы все еще верны лжи, которая лишила вас детства. Благословения и горечни могут расти в одном саду. Либо ты выберешь жить прикованным к прошлому, либо ты поднимешься и скажешь: это заканчивается со мной. Я готов к свободе. Небо, кто знает все секреты твоего сердца, все еще выбирает тебя. Он все еще называет тебя своим. Он не стыдится твоих шрамов. Он не сердится на твои ошибки. Он не ведет счет, он предлагает восстановление. Но восстановление имеет свою цену. Вы должны оставить позади то, что никогда не должно было вас нести. Голоса, привычки, окружение, отношения, которые отражают ваши худшие страхи вместо ваших вера. Это твой дверный проем момент. Прямо здесь. Прямо сейчас. Где ты перестаешь спрашивать «это когда-нибудь изменится?» и начать заявлять «это начинается сейчас». Вы можете задаться вопросом: как это связано со мной? Ты не вдова в Сарепте, или я не стучал в твою дверь? Но что, если я скажу тебе, что это сообщение твой или я? Что, если я скажу тебе, что эти самые слова
откровений Бог пытался послать, ключ вы ждали, инструкции которой освободит ваш урожай? Вдова чудо началось в тот момент, когда она повиновалась даже в своем страхе. Ваше чудо начинается, когда вы делаете то же самое, когда вы даете лера, даже если это кажется глупым. Когда вы доверяете без знака. Когда вы открываете свое сердце перед Богом, который уже знает, уже видит и уже любит тебя больше, чем ты можешь себе представить. Вот привилегированные знания немногие когда-либо понимают. Не ваше совершенство привлекает руку Бога, а ваша честность. Твоя грубая, уязвимая, открытая честность. В тот момент, когда ты перестаешь притворяться. В тот момент, когда ты шепчешь: «Я устал притворяться сильным. Я хочу исцелиться». Вы здесь не случайно. Вы смотрите это не случайно. Вы были выбраны получить это сообщение в этот момент, потому что Бог, кто тебя сформировал, зовет тебя на новый этап жизни. Этап мир и стабильность священного прогресса это не прекратится. Но сдвиг требует действий. Вы должны провести инвентаризацию. Вы должны противостоять своим внутренним контрактам. Вы все еще заключаете пакты со страхом. Все еще сдаете место в своем сознании в аренду людям, которые уже ушли. Все еще измеряете свою ценность тем, чего другие не смогли в вас разглядеть. Стоп! Посмотри в зеркало вашего духа и провозглашайте: «Бог любит меня». Полностью. Глубоко. Вечно. Из этой истины исходит каждое второе благословение. Из этой истины исходит выздоровление. Из этой истины вытекает богатство не только в монетах, но и в ясности, направлении, открытости двери, ответе молитвы и чудеса. Пусть это будет моментом вашего поворота. Пусть это будет духовной чертой, которую вы проведете на песке. Больше никакого чувства вины. Больше никакого стыда. Больше никакого самонаказания, замаскированного под смирение. Вам не суждено было выжить, вам суждено было процветать. Богне просто просит вас верить в Него. Он просит вас верить в то, что Он говорит, ты являются. А судна славы. Носитель свет. Ребенок вечная. Любовь. Он рядом с тобой, в тени и на солнце. И Он никогда, ни на секунду не уйдет. Итак, теперь единственное, что осталось, это ваш ответ. Будете ли вы продолжать ходить по кругу боли? Или вы выйдете в обещать, в наследование, в трансформация? Все это время Он держал тебя в своей руке, ожидая того дня, когда ты будешь готов. Настал этот день. А в следующем разделе мы разблокируем божественные благословения, которые висели над вашей жизнью, просто ожидая вашего «да». Вы пережили бурю. Теперь приготовьтесь к урожай. Масло идет. Кувшин не иссякнет. И твоя история, да, твоя история, вот-вот станет следующее чудо. Вы были отмечены Бог. С того момента, как ты был сформирован в скрытых местах, до того, как ты сделал свой первый вдох, Он вырезал твое имя на ткани большегоплан. Вы здесь не только для того, чтобы выжить, вы здесь для того, чтобы сдвигаться. Ты судно божественной энергии, носитель обещать и голос в пустыне, призванный отразиться вера, надеяться и святая трансформация. Пусть ваше сердце поймет эту истину, те самые страдания, через которые вы проходите прямо сейчас, боль, которая, как вы думали, сломает вас, и есть земля, где выковывается ваша величайшая сила. Небеса не наблюдают издалека, они работают внутри вас. То, что вы видите как борьбу, Бог видит как основание. То, что вы чувствуете как задержку, Он называет подготовкой. То, что ощущается как тишина, на самом деле является звуком вашего урожая, растущий под поверхностью.
И вот что-то начинает меняться. Атмосфера меняется. Вы можете это почувствовать. Тепло, волнение, божественный пульс приближается. Бак снова дышит над холодными областями твоей жизни. Мечты, которые ты похоронил, отношения, которые тебя сломали, двери, которые захлопнулись, каждое мертвое место получает ягодыхание. Сила воскрешения. Неудержимое благословение. Чудесное движение. Это не шумиха. Это святый. Это священный. Это реально. Не благословение не просто идет, он уже здесь. Он в движении. В проявлении. Прямо сейчас невидимые руки перемещаете людей, меняете ситуации, перенаправляете разговоры в свою пользу. Только деньги вы не ожидали, возможности вы думали, что прошло, выздоровление ты перестал надеяться, все возвращаются на круги своя. Не потому, что ты идеален, а потому, что ты выбранный. Тебя поднимает милость, а не по заслугам. Вы получаете по завет, а не конкуренция. Это наследование из Дитя Божье, и его нельзя украсть, задержать или уменьшить. Чувствуете ли вы это сейчас? Вес поднимается, обещать прорывается. Цепи вчерашнего дня падают на землю. Это ваше назначенное время. Благосклонность к вашей жизни не случайна. Она преднамерена. Вы были названы к более великой миссии, божественному поручению, окутанному тайной, пропитанному целью, закрепленному в вечная любовь. Да, ты. Тот, кто думал, что уже слишком поздно. Тот, кто не стал рассчитывать на себя. Тот, кто почти ушел от всего этого. Это ваше подтверждение, вы уже благословенный получить. Больше ничего не нужно зарабатывать, больше ничего не нужно доказывать. Небеса решили. Ваше имя было сказано в тронном зале. Ваша судьба была объявлена. Ключи к вашему следующему сезону уже в ваших руках. Вам остается только пройтись по дверь. Но слушайте внимательно. Благословение не только для вас. Чудо, которое придет в вашу жизнь, скоро станет показанием для многих. Огонь, который вы пережили, заставляет ваш голос гореть силой. Ваша история будет светить, как маяк для тех, кто все еще потерян во тьме. То, что казалось вашим концом, вот-вот станет чьим-то началом. Твоя битва не была напрасной. Твои слезы не упали на пустую землю, кто видел каждое мгновение, теперь превращает твой прах в корону, твой плач в богатство, твое отвержение в возвышение. Ты не страдал зря. Ты был готовый для чего-то вечной. И эта победа, этот божественный сдвиг не будет мимолетным. Он не будет здесь в один момент и исчезнет в другой. Нет, это вечная победа, вырезанная вечной рукой всемогущей, непоколебимой, непреклонной, неоспоримой. Чудеса не будет ни единого момента. Они станут ваша миновая норма. Двери не откроются один раз и не закроются. Они останутся открытыми, изливая благословение после благословения, в урожай, который никогда не иссякает. Но готовы ли вы в это поверить? Готовы ли вы сдаться необычайной? Можете ли вы отпустить свой страх, свою вину, свои временные рамки, свою логику и просто сказать «Да, Господи, я принимаю»? Потому что Богне ищет совершенных сосудов. Он ищет открытых. Сердце, готовые к наполнению. Духи готовы быть ведомыми. Души готовы поверить, что избыток это не просто возможно, это обещано. Он зовет тебя сейчас. Не просто подняться, а излучать. Стать живым символом того, что происходит, когда кто-то доверяет, подчиняется, сдается и ждет. Вы выйдете в комнаты, где ваш дух меняет атмосферу. Вы будете говорить слова, которые пробуждают веру в других. Ты будешь нести радость, не зависящую от обстоятельств, мир, что превосходит понимание богатства, которое перетекает в жизнь окружающих вас людей.
Вам было поручено быть больше, чем просто получателем, вы призваны быть распределитель. Сосуд света. Носитель божественное благословение. Посол надежды. И все, что когда-то дисквалифицировало тебя, уже переписано кровью милость. Не обещать же в тебе чудо-жив, в тебе королевство продвигается через тебя. Так что не утаивайте ничего. Пусть ваша хвала возрастет. Пусть ваша вера возрастет. Пусть ваши ожидания возрастут. Потому что шлюзы небес отвечают, Бог из невозможной вещи пишут новую главу для вас, и она будет не похожа ни на что из того, что вы когда-либо знали. Ваша семья почувствует это. Ваш дом изменится. Ваши финансы будут переполнены. Ваш разум восстановится. Ваше сердце снова возрадуетесь. И ваше прошлое, когда-то источник боли, станет столпом славы. Вас выбрали не за средний показатель, а за избыток. Пусть всякий страх спадет с тебя, как старая одежда. Пусть тяжесть мира свалится с твоих плеч. Ибо в огне только позвонил тебе. Ан, выбранный ты. И не просто выбранный, а помазанный. И не просто помазан, но уполномоченный для великие дела. Услышь это ясно, дитя Божие, награда за ваши слезы, за ваши ночные молитвы, за ваше тихое послушание, когда никто не видел, грядет. И это не струйка. Это не шепот. Это не предложение. Это опыток изобилия, а чудо так божественный, так непредвиденный, что даже враги твои скажут: воистину Господь с ними. Видите ли, боль, через который вы прошли, не было наказанием. Это была подготовка. Тебя возделывали, как плодородная почва, глубоко врытый горем, ослабленный горем, смягченный бурями. И теперь семена обещания, посаженные давно вашим вера, вот-вот вырвутся на поверхность. Ваш урожай здесь. Тебя не похоронили, тебе посажено. И что Бог насаждает, того рука человеческая не может искоренить. Ты не твои ошибки. Ты не твое прошлое. Ты не вина, которая закрадывается, когда ты один. Ты не сомнение, которое шепчет ложь по ночам. Этот голос, не голос твоего отца, голос Божий говорит: вымой. Ты святой. Ты любил. Ты достойный из богатства, из выздоровления, из мир и из радости верх меры. Обещать никогда не было о совершенстве. Это всегда было о завет. Ибо завет с тобой это вечный. Пусть и правдатого, кто вы есть, погрузитесь глубоко в свой дух. Вы сосуд света, носитель священный огонь, живое, дышащее свидетельство чудотворной силы Всевышнего. Ты не пуст. Ты переполнен. И миру нужно то, что внутри тебя. Это не просто вдохновение, это откровение. Вас вызвали в свет, и есть не тени, которые могут его преодолеть. Дверь-то когда-то казалась запертым, заржавевшим от разочарования, распахивается. Потому что теперь вы держите ключ, и этот ключ – ваш вера. Эта вера, какой бы избитой и помятой она ни была, все еще стоящей. И Бог чтит это. Всегда. Послушай меня, что когда-то было твоим штормом, теперь будет вашим показанием. То, что пыталось сломать тебя, станет фундаментом под твоими ногами, и проклятие, произнесенное вами, превратится в благословение через тебя, говорят. Ты выходишь из пустыни с силой. Ты переходишь в свое наследование. Не только для вас, но и для того, чтобы вы могли стать благословением другим. Так что вы можете светить свет Бога в дома, которые знали только тьму. И да, ваш дом. Ваш дом станет святилище радости. Где когда-то было напряжение, там будет смех. Где был недостаток, там будет избыток. Ваш стол будет полон не только еды,
но и мир с любовь, с божественное богатство. Твоя постель уже не будет омыта слезами на отдых. Святой, глубокий, восстанавливающий отдых. Чувствуете ли вы это? Это шевеление в вашем сердце. Это не эмоции. Это подтверждение. Это Святой Дух шепчет твоему духу: это для тебя. Это реально. Это сейчас. Отпусти. Просто отпусти. Отпусти страх, который говорит: а что, если меня недостаточно? Тебя более чем достаточно, потому что Бог в тебе. Избавьтесь от чувства вины, которое говорит: я слишком сильно облажался, милость больше, чем твой грех. Отпусти сомнения, которые говорят: это не может быть для меня. Это не только для тебя, это было ожидающее для тебя. Тебя никогда не дисквалифицировали. Тебя дисквалифицировали в форме формованной. Очищенный, как золото в огне. Он превратил тебя в сосуд, достаточно крепкий, чтобы нести славу. И вот, пришло время, дверь открыт, урожай созрел, благословение не придет, это здесь. Ты в этом. Это ваш момент трансформации, это начинается в тот момент, когда вы выбираете палать. Бог говорит: я недалеко. Я в комнате. Я в шепоте. Я в благословении. Я в тебе. Возьмите этот момент. Вдохните его. Произнесите его вслух: я избран. Я помазан. Я наделен силой. Невозможное возможно, потому что Бог со мной. Это не фантазия. Это твоя судьба. И когда вы идете в этом правда, все меняется. Атмосфера вокруг вас меняется. Люди, связанные с вами, возвышаются, наследование течет не только к вам, но и через вас. Ты не забыт. Ты не брошен. Ты не ждешь напрасно, Бог увидел тебя, и Он собирается показать вам, почему вам пришлось ждать. То, что грядет, будет настолько мощный, так сверхъестественное, что вы оглянетесь назад и скажете: теперь я понимаю. Теперь я вижу. Это всегда была любовь. Твоя жизнь – это доказательство. Твое благословение – это сообщение. Твое чудо – это доказательство. Теперь я приглашаю вас прокомментировать ниже, скажите это смело. Я получаю это благословение. Я избран. Я помазан. Я наделен силой, произнесите это как декларацию. Запечатайте это вашим вера. Пусть этот комментарий будет вашим ключ, твой дверь, ваш открытый урожай. Потому что когда вы его печатаете, вы его активируете. Это ваш священный момент. Это Дом Божий. А ты – Его дитя. Небеса ждут твоего «да». Прямо сейчас завеса приподнимается. И вы видите, возможно, впервые, то, что всегда было предназначено для вас. Это ваше время. Ваш сезон. Ваш чудо. Твой свет. Так что дышите глубоко. Поднимите глаза. Расправьте плечи. Идите смело. Потому что ничто, и я имею в виду ничего, может остановить и бещить из Бога того, чтобы быть реализованным в жизни того, кто говорит «да». Если эти слова всколыхнули ваш дух, и если вы чувствуете ветер небеса, двигаясь в твоей жизни, я хочу, чтобы ты сделал что-то. Провозгласи это. Запечатай это комментарий ниже с этой фразой: «Я принимаю чудо». Я готов к благословению. Пусть небо и земля увидят вашу веру. Пусть каждый демон, который пытался остановить тебя, услышит, как ты возвышаешь голос.
Пусть твоя душа согласится с вечным планом. Оставьте комментарий сейчас. Я принимаю чудо. Я готов к благословению. Потому что оно здесь. Оно твое. И оно начинается сейчас. Святой Отец, Божественный Искупитель, Вечный Свет, сегодня мы стоим перед тобой не в отчаянии, но в благоговении. Не в стыде, но в полном ожидании чуда обещать наследование ты всегда держал нас в своих руках. Ты – это Бог, кто видит, кто слышит, кто помнит. Так же, как ты увидел вдову в Сарепте, готовящуюся к смерти, и все же вдунул в дом ей рожай жизни, ты видишь эту душу сегодня, наблюдающую, слушающую, достигающую веры. Господь, пусть елей твое благословение никогда не иссякает в их доме. Пусть банконадеется, из деньги, из избыток, из вера, переполняйтесь с этого момента и впредь. Ты – это Бог, кто вознаграждает тех, кто осмеливается доверять без доказательств, кто подчиняется, даже когда логика кричит «нет», кто сдается, даже когда их сердце разбито. Так же, как та женщина отдала свое последнее, а взамен получила излияние вечности, так и теперь твой ребенок готов к обмену страх для веры, стыд для милость, траур для радость. Как говорит твое слово в Иейль 2, 25, «Я воздам тебе за годы, которые пожирала саранча. Господи, восстанови сейчас». Восстанови то, что было потеряно во времени. Восстанови то, что было украдено в предательстве. Восстанови смех, который был заглушен горем. Пусть каждое место пустоты будет заполнено священным богатством твоего присутствия. Позволять Псалом 125, 5 оживают в них, сиявшие со слезами пожнут с криками радости, каждую слезу, что упала в тишине, ты их считал. Каждую ночь, проведенную в сломленности, ты ее помнил. Теперь пусть урожай приди. Пусть пожинают чудеса не моментальный, а постоянный не. Ограниченный, а вечный. Пусть радость поднимется, как река. Пусть мир станет их атмосферой. Позволяйте Исайя 61, 3 будь то мантия, которую они носят, чтобы даровать им венец красоты вместо пепла, елей радости вместо плача и славную одежду вместо духа уныния. Пусть эта душа будет коронована. Пусть этот дом будет возвышен. Пусть это сердце будет исцелено. Отец, ты не человек, чтобы тебе лгать. Ты обещал не только избавление, но процветающий и полной жизнь. Ты обещал, что они будут как дерево насажденное при потоках живой воды, лист которого не вянет и который приносит плод во всякое время года. Ты обещал, что то, что было бесплодным, станет плодоносным. Что то, что было сухим, будет напоено небесный дождь. Мы теперь помним священный образец, раскрытый в части 3, что до того, как награда, всегда была подготовка. До переполнения было послушание. До чуда было доверие. Так что теперь, Господь, почти подготовку этого сердца. Почти сдачу. Почти моменты, когда они продолжали верить, когда у них не осталось ничего, кроме шепота. Пусть награда начать. Пусть окна небеса широко открыты. Ваш ребенок готов. Готов преобразиться. Готов входить точка благословения. Готов стать инструмент из надеяться, make свет, свидетельство сомневающимся и сломленным. Пусть их дом быть святилищем. Пусть мир течь через каждую комнату. Пусть услуга опираться на свою работу, свои отношения, свое будущее. Пусть их судьба быть наполненным священными встречами, божественными сюрпризами и постоянным избыток. Как написано в Второзаконии 28, 11, «И даст тебе Господь изобилие во плоде чрева твоего, и во множестве скота твоего, и во множестве урожаев полей твоих на земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе, да, Господи». Пусть так и будет. Не когда-нибудь, на сегодня.
Не для кого-то другого, а для них. Выбранный Йодин. Судно тебе уготована слава. Пусть их дерева приносят плод в сезон и не сезон. Пусть их сердце быть светом. Пусть их будущее будьте славны. И пусть все, кто когда-либо сомневался в них, с благоговением наблюдают, как твоя могучая рука пишет новую историю, одну из победа, из трансформация божественного богатства этого никогда не отнять. Во имя Иисуса мы запечатываем эту молитву. Аминь. Прежде чем этот момент закончится, прежде чем экран погаснет и звуки стихнут, мне нужно, чтобы ты меня услышал, действительно слышишь меня. Это не просто конец сообщения. Это начало новой главы в вашей судьбе. Глава, написанная Баксам, наполненная сверхъестественным благословением, божественные чудеса и переполнение избыток, что ваше прошлое не может отменить и ваша боль не может отсрочить. Это сезон, когда ваш вера должен говорить громче, чем ваш страх, где ваше сердце нужно доверять, даже если твои глаза не видят ничего, кроме неопределенности. Потому что это то, где это имеет значение. Это час решения. Никогда все кажется хорошим. Никогда чудо видимо. Но сейчас в напряжении, в ожидании, в давлении. Именно здесь ваш вера подделана. Здесь это Бог смотрит и шепчет: «Доверься мне. Я с тобой сегодня и навсегда». Может быть, вы слышали 100 раз, что все станет лучше. Может быть, вы устали пытаться. Но мне нужно, чтобы вы запомнили это. Анни, когда бросил тебя. И Анни, когда будет. Не на мгновение. Не на секунду. Когда все остальные сдались, он остался. Когда никто другой не видел твоей боли, он плакал с тобой. Когда ты думал, что все кончено, он писал награду в тайне. Не мир может лгать вам. Он может сказать вам, что вы слишком сломаны, слишком отстали, слишком поздно. Но правда небес громче лжи этого мира. Ты не был создан, чтобы быть средним. Ты не был создан, чтобы быть забытым. Ты был создан, чтобы преодолеть. Ты родился, чтобы процветать. Тебе было суждено нести чудо, что другие увидят и скажут: «Воистину Бог с ними». Не сдавайся. Не сейчас. Не после всего, через что ты прошел. Он не закончил с тобой, как ключ к вашему новому началу уже в вашем распоряжении, как дверь вам нужно уже распахивается, урожай, что было задержано, теперь устремляется вперед. Но это потребует одного, вашего полного, непоколебимого, глубокого в душе вера. Даже когда больно. Даже когда тихо. Даже когда знаков мало, а тени кажутся длинными. Ты идешь не один, Бог вечности идет рядом с тобой, впереди тебя, позади тебя. Он твой щит, твой свет, твое надежное убежище. Он твое богатство, когда счет низкий, ваш мир, когда бушуют бури, ваш благословение посреди засухи. Он тот, кто берет твое ничто и превращает его в избыток. Кто берет твои слезы и пишет твои показания. Пусть этот момент отметит тебя. Пусть он оставит след в твоем дух со святым убеждением: «Я не остановлюсь. Я не сдамся. Я буду верить, пока мои руки не удержат то, что мое сердце увидело в вере». Впереди еще больше. И обещать не маленький. Твоя жизнь потрясет нации. Твоя история вдохновит поколение. Чудо-то, что вы получите, не остановится на вас, оно потечет через вас, как реки живой воды. Ваши дети увидят это. Ваши внуки понесут это. Ваше имя будут помнить не за то, что вы потеряли, а за то, что вы преодолели. Это твое наследование. Это ваш завет. Это твой момент. Так что же теперь делать?
Во-первых, пусть это слово глубоко укоренится в вашем сердце. Сердце. Повторите это. Произнесите это вслух. Пусть всякая ложь будет заменена божественной правдой. Тогда я спрошу вас комментарий ниже. Напишите это с верой: «Я не сдамся». «Я избран для благословений». Пусть это заявление отзовется эхом в атмосфере. Пусть небеса увидят вашу смелость. Пусть другие найдут надежду в вашей смелости. И если это сообщение тронуло вас, если оно что-то всколыхнуло внутри вас, если вы почувствовали шепот Бог, вдыхая жизнь в твою душу, тогда подписаться. Станьте частью этого движения чудеса. Это не просто сообщение, это живой поток откровения и обновления. И на следующем занятии мы пойдем еще глубже. Мы раскроем, как поддерживать эта трансформация, как ходить ежедневно в избыток, как защитить благословение, как только он будет выпущен. Путешествие на этом не заканчивается, дверью открылся, но теперь мы должны пройти через него вместе. Есть еще больше истин, которые нужно раскрыть. Ищи секрет раскрыть. Больше обещаний отребовать. Следующее видео познакомит вас с мудростью божественного сохранения. Как жить не просто в прорыве, но и в непрерывном процветании, мир и услуга. Но сейчас я оставляю вас с последним словом. Не моим, а его. Оно находится в Иисус Навин 1:9. Будь тверд и мужествен. Не бойся и не унывай, ибо Господь, Бог твой, будет с тобой везде, куда ни пойдешь. Это твои подтверждения. Это голос небеса над вашей жизнью. Бог с тобой. В твоих сомнениях Он здесь. В вашем ожидании Он движется. В твоей боли Он исцеляет. В вашем будущем Он правит. И Его последнее слово над твоей жизнью ясно, непреложно и вечно: «Я с тобой сегодня и навсегда». Итак, мой друг, держи голову высоко. Ходи в благодати. Стоя в победе. Ты получил благословение. Чудо находится в движении. Урожай приближается. Комментарии ниже. Подпишитесь. Оставайтесь с нами для следующего шага вашего божественного путешествия. Лучше всегонет позади тебя. Лучшее сейчас. И избыток. А это только начало.